Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая, вы на канале Вязание это модно. В сегодняшнем видео я решила поделиться с вами и рассказать о том, как связала себе для отдыха вот такую вот замечательную пляжную косынку на резинке. Связала я ее из хлопка. Сегодня я подробненько вам расскажу о ее вязании. Также мы вместе с вами соединим, сложим всю вот эту вот конструкцию, подошьем ее. Расскажу, из чего вязала, как, дам схему узора. Если вам это интересно, то, конечно, оставайтесь со мной. Друзья, и сначала о том, что нам понадобится для работы. Конечно, это пряжа. Я связала свою косыночку из Alize Bella. Вы можете вязать из любой другой пряжи, которая кажется вам подходящей для такой работы. Alize Bella это стопроцентный хлопок. В 100 граммах здесь 360 метров. Этот цвет, если вам понравился, такой ментоловый ледяной, 514. Мне было достаточно в количестве что-то около 30 грамм. Нам понадобится простая нить, иголка. Нам понадобится вот такая резиновая лента. Может быть чуть уже, если у вас нет такой широкой. Примерно 15, 16, 17 сантиметров. Понадобится линейка примерно такой же ширины, как лента. Понадобятся спицы двух размеров. Я вязала, конечно, на круговых спицах с леской. Вам буду показывать на миниатюре какие-то моменты вот на таких спицах. Основные спицы вы подбираете к своей пряже и берете еще одну пару тонких спиц, которая нужна будет в работе над отделкой. Нужны будут ножницы и трикотажная игла с широким ушком, чтобы работать уже не с ниткой, а вот с самой пряжей. Итак, что мы должны будем связать для косыночки? Для косынки нам потребуется связать вот такой вот прямоугольник. Так, весь он у меня в кадр, к сожалению, не входит. Давайте-ка я покажу вам его вот так. Вот такой вот прямоугольник. Размеры его. Ширина этого прямоугольника, я его уже отпарила утюгом, 33 сантиметра. Его высота вместе с зубчиками 22,5. Только узор. Так, давайте-ка. Нет, полотно такое пластичное. Вместе с зубчиками 24 сантиметра и только узор 21 сантиметр. Значит, у меня на зубчике ушло по 1,5 сантиметрика там и там. Теперь, как вязала? На основные спицы, которые у меня к пряже, я набирала петли под свой узор. Сейчас покажу вам узорчик. Также поставлю его схемку на экранчик. Я себе ее перечертила вот так вот. С экрана можете сделать скриншот. Это схема вот этого узора. У меня узор кратен 10 раппорт, плюс 5 петель для симметрии в начале и 6 петель для симметрии в конце. Я набирала 61 петлю. 50 это у меня 5 раппортов. 11 петель это у меня петли до и после раппорта. И еще 2 кромочные, 63. Вверх у меня получилось связать 2,5 раппорта. Здесь раппорт большой. Он рассчитан на 20 рядов. Вот у меня здесь связано 2,5 раппорта. То есть 50 рядов. Начало. Кстати, начало у меня вот здесь. Связала несколько рядов просто лицевой гладью. 5 рядов связала и сделала ряд накид 2 вместе. Затем связала еще столько же рядов лицевой гладью и выполнила подгиб. Как выполнила подгиб? Сейчас покажу. Наборный край я делала на 2 спицы, чтобы у меня вот эти наборные петли были не слишком затянутые. Затем связала вот я эти несколько рядов. Затем связала ряд 2 вместе накид, то есть 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид и так далее до конца ряда. Вы можете использовать
для этой косыночки любой другой свой узор. Поэтому по требованию вашего узора количество петель здесь может быть как четным, так и нечетным. Вот я связала 2 вместе накид, и дальше у меня уже не получается связать 2 вместе накид, я просто оставшуюся петлю провязываю лицевой. Дальше работаю на изнаночную сторону и все петли провязываю изнаночной, в том числе накиды, чтобы они были вот такие вот открытые, образовались бы дырки, которые помогут свернуть полотно пополам и получить зубчики. Вот так. Провязав еще несколько рядов лицевой глади, я получила вот такую конструкцию, которая легко подгибается, и ее можно потом просто подшить ниткой, вот этот вот подгиб. Но я немножко заморочилась. Я взяла тонкую спицу, набрала все вот эти вот петли, которые я тут вижу вот от наборного края, да. Начала вот, допустим, с этой петли, так, это у меня тонкая? Нет, это у меня толстая. Вот взяла тонкую спицу и стала набирать вот эти вот петельки. Вот так вот все петли я набрала. Можно и за что-то другое цеплять. Главное, чтобы количество петель у вас было ровно такое, которое вы сделали вот наборный край. Сколько вы там набрали? Если вот я набрала 63, вот я 63 и подбирала. Допустим, вот так. Дальше я сложила эти два края вместе, подвела и, взяв основную пару спиц, просто провязала ряд 2 вместе. Одну петлю брала с этой спицы, одну петлю вот с этой. Вот таким образом. И провязывала рядочек. Одна петля провязанная, вторая петля провязанная и так далее. Снимала. Все. Дальше я приступила уже к вязанию основного узора. Связав узор, сделала точно такой же подгиб и с этой стороны. То есть перешла на лицевую гладь, сделала рядок 2 вместе накид, связала еще лицевой гладью и закрыла эти петли. Как я их закрыла? Я подобрала точно так же петли, только уже не с конца полотна, а вот здесь вот в полотне тоже взяла тонкую спицу и подобрала петли прямо вот здесь из полотна с изнаночной стороны. За что я цепляла? Я цепляла вот за эти вот дужки. Вот за эти дужки петель. Вот они идут. Первая, вторая, третья. И вот так вот я их одевала на тонкую спицу. Вот эти вот дужечки петель. Опять же, ровно столько, сколько я сделала наборный край. Потом у меня все это сложилось, вот здесь вот подгиб, и получилась точно такая же конструкция. Вот так у меня сложилась тонкая спица с толстой спицей. Я также провязывала по 2 вместе, вот ровно как я вам здесь показываю, только еще перебрасывала вот так вот петлю через петлю. Все. Одну я закрыла. Дальше снова вяжу 2 вместе лицевой. И снова закрываю вот той дальней спицей. Ну, мне вот так было удобно закрывать дальней спицей. Вот таким образом. И у меня получилась вот такая вот симпатичная дорожка закрытия. Дальше я приступила к вязанию вот такой вот полой трубочки. Да, это двойная резинка. Сейчас скажу, какого она у меня размера. В длину она 32 сантиметра в спокойном состоянии, но растянуть я ее могу и до 36, если тяну это полотно. Набирала я 14 петель, 7 петель на одну спицу и 7 на вторую. Сейчас покажу, как я это делала. Мы давайте вот этот вот образечек распустим, нам уже не нужен. Так, делала это вот так. Набирала 7 петель на одну спицу, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель еще на одну спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше складывала 2 спицы вместе, брала более тонкую и переснимала по очереди с одной, с другой, с одной, с другой.
все на одну, на тонкую спицу, чтобы начать полое вязание. Ну, сейчас я вот досниму до конца и вернусь к вам. И тонкую спицу просто это удобнее делать. Потом, главное, не взять вот этот вот короткий кончик, а начать вязать с длинного кончика. Потом начинала вязать полым вязанием. То есть те петли, которые передо мной, вот их видно, что вот эта петля передо мной, а следующая за ней, она там сзади. Вот я вяжу петли, которые передо мной. Эту петлю я вяжу, а ту я снимаю, она дальняя. Нить у меня идет перед работой. Снова вот эту петлю я вяжу, она передо мной. Дальнюю я снимаю. Нить перед работой. Деревянными спицами вообще туго, конечно, вязать. Можете помогать себе как-то в работе, то есть брать другой инструмент, как я это сейчас делаю. Ту снимаем, эту вяжем. Вязать абсолютно на деревянных спицах неудобно. Ну вот, первый ряд. Придется вот так вот, конечно, немножко заморочиться. Не хотите так морочиться, умеете вязать на 4 спицах, можете набирать как на носки на 4 спицы и вязать как носки эту трубочку. Если не умеете вязать на 4 спицах, у вас есть вот такие вот спицы для вязания носков, вы на них умеете вязать, очень хорошо можно вязать эту трубочку на таких спицах. Теперь вяжем те петли, которые мы снимали. А те, которые вязали, они вот так вот выглядят изнаночными, мы их снимаем, нить тоже перед работой. То есть вот те теперь дальние петли я снимаю, а ближние петли, которые расположены ко мне, я вяжу. Таким образом у меня получается полая труба. Я, конечно, поморочилась с этой пряжей, и, наверное, для того, чтобы вам показывать, надо было взять какую-то другую пряжу, которая не так расщепляется. Ну, я вот показываю на той, на которой я все это связала. Вот. Не устали вы еще все это смотреть? Вот. Вот так. Вот я провязала еще один ряд. И таким образом у нас вот здесь, вот видите, уже все раскрылось. Так, получилась у меня вот такая трубка. Я оставила здесь кончик нити, здесь кончик нити. Когда вязание нужно закрыть, я опять разделила его на 2 спицы. Ну, то есть вот эти петли распределила на 2 спицы. Опять одну сюда, одну сюда, одну сюда, одну сюда. И они у меня вот так вот разъединились на 2 спицы, и я их закрыла. Чек вот так вот обычным способом закрыла. Все. Вот теперь у нас вот такие вот 2 конструкции имеются. Что мы делаем дальше? Дальше у нас сборка. Теперь мы готовим нашу резинку, наше полотно. И сейчас будем вставлять резинку в полотно. Чего не предусмотришь, я вам сразу не сказала, что здесь понадобится еще и вот, как я считаю, вот такая вот булавочка, с помощью которой мы сможем вставить нашу резинку в полотно. Хотя, может быть, можно было бы протолкнуть все это и без нее. Кончик вставляем, разворачиваем, расправляем и двигаемся дальше. Опять вставляем, продергиваем. Такой яркущий цвет на камеру. На самом деле он не такой яркий, он более приглушенный цвет. А вот на камеру смотрите, как смотрится вообще. Вот так, друзья, у меня получилось. То есть я это вставила. Кончики резиночек у меня торчат.
Теперь работаем с полотном. Складываем его в высоту пополам. Вот так. И как-то себе отмечаем вот эту вот серединку. Ну, можно, допустим, вот так вот положить спицу. Вот это у меня середина. Теперь я ровно на середину кладу свою линейку. Вот так. Расправляю, чтобы все было ровненько. То есть центр моей конструкции, он вот здесь, вот в середине линейки. Вот так. Просто линейка нам нужна как ориентир. И... Ой, вы слышите, как Жорик храпит? Я надеюсь, что микрофон это все отсекает. Теперь так. И вот так. Линейку можно вытащить. У нас получилась вот такая вот штучка, которой нам нужно пришить резинку. Лицевая, изнаночная. И вот так вот прикладывая нашу резиночку. Не сильно далеко. Берем нитку с иголкой. Делаем узелок. И начинаем прошивать. Я буду прошивать насквозь, потуже и буквально несколькими стежками. Главное нам не подцепить вот эту нашу трубочку, конструкцию, да? Но подцепить все слои нашего пирога. Красоты здесь особой не требуется, потому что мы сейчас все это закроем в трубочку. Как получается у нас стежки, так и шьем. Так. Ну вот как-то так, друзья. Я прошиваю посильнее, потому что резиночка будет натягиваться, она будет тянуть всю эту конструкцию. Поэтому я делаю стежков побольше. Теперь можно оставить в работе эту же нитку, а можно использовать ту, что есть. Вот от этой, от нашей трубочки. Я затягиваю все это в трубу. Затягиваю все это в трубу, чтобы не было видно резинку. То есть вот до того момента, как исчезает резиночка. И дальше тут уже на наше усмотрение. Либо я работаю вот с этой нитью, с иголкой подшиваю, либо я буду работать вот с этой нитью. Я, скорее всего, буду работать вот с этой вот нитью. Эту я сейчас тут как-нибудь закреплю и отрежу. Теперь понадобится наша иголка вот с таким вот с большим ушком. Вот с этой стороны у меня достаточно нити, а вот с той стороны я оставила мало нитей. Там я посмотрю, как мне
поступить. Возможно, с той стороны мне вот этой нитки не хватит. Не хватит, чтобы вот подшить. Хотя можно, друзья, ведь разделить нитку пополам, правда ведь? Нитку-то можно разделить пополам и вдернуть в иголочку половинку нити. И все. Пройтись одну часть одной нитью, а вторую часть второй нитью. Вот. Вот как-то так. Я та еще швея, честно говоря. Шить я не умею. Нет, я шила когда-то в глубокой молодости, даже что-то по бурда-моден там себе. Даже что-то по бурда-моден, по выкройкам. Но там, по-моему, даже самый тупой может сшить по их выкройкам. Там, знаете, как сложите от точки А до точки Б пополам, сделайте строчку от точки А до точки С. В общем, там шить было просто одно удовольствие. Элементарно. Я все строчила на машинке, на ручной. Вот. Значит, практически я дошила, можно сказать, да? Можно закрепить уже ниточку. Мгм. Так. И проделать все то же самое. И проделать все то же самое. Здесь вот у меня. Ну ладно, я здесь потом вот эти вот петельки поравняю. У меня будет как-то посимпатичнее. Вот. Ниточку отрезаю. И теперь то же самое я повторяю с другой стороны. Раскладываю пополам, делю пополам, да. Вот так. Начинаю складывать. Так, так. Дальше. Так. И вот так. Все. Теперь с этой стороны завожу, прикладываю и подшиваю. Точно так же, как это я сделала с той стороны. Друзья, вот что у меня получилось.
Такая вот косыночка. Подойдет она, конечно, на практически любой взрослый размер, начиная от 52-го, 54-го до, наверное, 60-го, потому что, как вы помните, у нас здесь есть хороший задел, и здесь у нас связано полотно 30 с чем-то сантиметров. И в резиночке у нас тоже есть возможность разгуляться. То есть до 60 размера, я думаю, что такое полотно подойдет. Ну, а на этом, друзья, все, чем я хотела бы с вами поделиться. Я очень надеюсь, что в данном случае была вам и немножко интересна, и чем-то полезна. Как всегда, буду рада вашим лайкам и дизлайкам. И думаю, что каждый из вас тоже справится с таким же вязанием, подобрав любой какой-то свой узорчик для данного полотна. Конструкцию понятно, как сделать. На этом все. Всем пока-пока.